Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. После того, как Мелих забирает Хансер, он отъезжает в сторону и спрашивает ее, что она собирается делать. Хансер говорит, что ему нужно немного подумать об этом. Мелих, забудь о поездке в Назилли в таком виде. Врач настаивает, что тебе нужно отдохнуть. Когда он спрашивает, есть ли место, где ты можешь остаться в безопасности, Хансер говорит, что места нет. Мелих говорит, что в моем сознании есть место, но я поговорю с ним, ища убежище в его дружбе, без обид или обид. Пока Фадиме пытается заставить Мукаддер выпить лекарство, Мукаддер не хочет его пить. Как бы Фадиме ни старалась, она не может убедить его. Когда она говорит Джихану, что не принимает лекарства и не ест, Джихан говорит: «Отдай мне, я разберусь с этим». Когда Джихан села рядом с ней, Мукаддер Ханым повернула к ней лицо и сказала: «Мать Джихан, почему ты это делаешь? Ты сердишься на меня? Что тебя так разрушило? Давай, пей». Когда Джихан говорит: «Мама, хватит», Мукаддер отвечает: «Дай мне умереть». Пока Джихан пытается поговорить с ней, Мукаддер говорит: «Да ладно, сынок, это все ложь». В этот самый момент она кричит: «Джемиль Девелиоглу, уйди, если ты мужчина». Когда Джихан выходит и спрашивает: «Почему ты кричишь в такой поздний час?», Джемиль говорит, что ищет Ханджера. Даже если Джихан говорит, что Ханджера здесь нет, Джемиль ему не верит и говорит: «Ты спрятал его здесь, я знаю, что он попадет куда-то еще, только не к тебе». Джемиль не хочет верить и кричит: «Где ты его спрятал?». Затем, когда он говорит: «Ты мне его сейчас отдашь», выливает канистру с бензином в руки и пытается поджечь особняк, мой брат Хансер сходит с ума и говорит Мелиху: «Я должен положить этому конец. На это я не должен был тебя слушать». Мелих Хансер говорит, что нет другого безопасного места, где можно укрыться, кроме как здесь. Джемиль зажигает зажигалку в своей руке и говорит: «Или позвони Хансеру, или я сожгу особняк, это мое последнее предупреждение». Джихан ничего не может сделать, потому что он не знает, где находится Хансер и не знает, где он сам. Пока Джемиль пытается бросить зажигалку в то место, где он пролил бензин, он и Джихан борются. Джихан спасает Джемила от пожара, а садовник особняка приходит с огнетушителем и тушит пламя. Когда Ханджер прибежала туда, Мелих сказал: «Смотри, инцидент исчерпан, ни с кем ничего не случилось, если ты выйдешь, Джихан будет выглядеть лжецом, ну же, все успокоилась, подумай о своем ребенке, иди в дом». Джихан силой затаскивает Джемила внутрь и вталкивает его внутрь со словами: «Зайди и посмотри, здесь ли он». Когда Джемиль вошел и увидел, что Ханджера нет, он устыдился того, что сделал, и собирался уйти. Джихан взял его за руку и сказал: «Я скажу тебе в последний раз, Ханджера здесь нет. Я не скользкий человек, ты меня знаешь, но если бы я оставил его здесь, я бы не отдал его тебе, даже если бы особняк сгорел, но твой брат сжег все, и если ты снова придешь в мою дверь таким образом, то это оно точка». Он говорит, что не поймет, и отсылает его. Даггер плачет и говорит, что я натворил. «Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Я чуть не устроил катастрофу». Джихан приходит в кабинет в гневе и зовет человека, которого Хансер послал за ним, злится и говорит: «Хансера здесь нет, где ты?» Пока он говорил мне, что даст мне время до завтра, чтобы найти и привести Хансер, входит Бейза и говорит: «Я неправильно тебя расслышала. Ты ищешь ту девушку. Разве ты только что не сказал, что все кончено?» Когда Джихан говорит: «Уходи и не позволяй мне вывести тебя», Бейза говорит: «Я иду в дом своего отца с сыном, я не могу держать его в такой опасной обстановке», а Джихан говорит: «Ты можешь идите куда хотите, но моего сына вы никуда не можете забрать». Бейза говорит: «Держите глаза открытыми сегодня вечером, если что-то случится с моим сыном, я сделаю этот мир несчастным для всех вас». Затем Мукаддер приходит к Ханем и говорит, что мы все сгораем заживо из-за любовницы ее сына. Когда мисс Мукаддер обратилась ко мне как к Бейзе, я подумала: Бейза, ты потеряла дар речи. Интересно, это один из твоих новых номеров? Госпожа Мукаддер говорит, что вы очень плохой человек. Бейза говорит сыну: ты тоже с ним разговариваешь.
Держись подальше от его любовницы. Когда Мукаддер Ханем говорит, что однажды она узнает об этом и что она не сможет этого предотвратить, Бейза отвечает, что это должно исходить от тебя, иначе я раздавлю тебя как муху в твоем беспомощном состоянии, в то время как Айсу приносит лекарство Мукаддер Ханем. Бейза говорит, что я заберу это у него и отдам ему, а ты не лезь в чужие дела. Она бросает лекарство на землю и говорит: «Надеюсь, это поможет, моя свекровь, посмотри на меня, я смотрю на тебя так красиво, не смей совершить ошибку и попасть в мои руки». Когда Хансер говорит, что мне нужно убираться отсюда, Мелих говорит, что это была не очень хорошая идея, но, к сожалению, это был единственный лучший вариант, который у нас был. Если бы я сказал ему остаться в будке такси, его бы там тоже не было. Когда Мелих говорит, что это лучший вариант, который у нас есть, Даггер отвечает, что если кто-то заметит, то он будет как вор. Мелих говорит, что это твой дом, дом отца твоего ребенка. Пока Ханджер пыталась уйти от Джихана, она сказала: «Я снова оказалась у него под носом», а Мелих сказал: «Просто потерпи немного, пока не найду лучший вариант. Я приду к Айсу под предлогом, что привезу ты, еда», и протянул ему телефон, сказав: «Ты тоже можешь оставить его себе». Когда Хансер спрашивает, что ты собираешься делать, Мелих отвечает, что у меня старый телефон, я зарезервирую для него линию, звони мне, если что-то понадобится, я сразу же приеду. На самом деле, пребывание здесь – это тяжелое испытание для тебя, но если ты привыкнешь видеть любимого мужчину с кем-то другим, то отныне никто не сможет причинить тебе боль, говорит он. Дерья находит вещи, которые Ханчер приготовила для своего ребенка, и начинает выяснять, кому принадлежит этот ребенок. Когда Мелих уходит, звонит телефон, и когда Хансер дает его Мелиху, он говорит, что это номер, по которому ты звонишь. Даггер говорит: «Как я мог совершить такую ошибку, я забыл удалить твой номер, это моя невестка». Дерья, кто бы ты ни была, убери то, что ты натворила, Хансер, ты тоже послушай своего брата, ты свела его с ума, моя девочка, молись, чтобы он не узнал о ребенке, иначе ты убей его, кем бы ты ни был, если ты мужчина, ты уберешь то, что натворил, возьми Хансера и выведи его оттуда, говорит она, вешая трубку. Пока Джихан предупреждал служителя в особняке, он увидел Мелиха и остановил его, чтобы спросить, кто ты и что ты здесь делаешь. Когда он понял, что это Мелих, он спросил, что ты делаешь здесь в такой час. Мелих говорит: «Кажется, ты забыл, что моя семья работает здесь». Когда Джихан спросил, не может ли он прийти в более удобное время, Мелих ответил, что оставил здесь клиента и сказал, что хочет его осмотреть. Когда Ханджер видит, как Джихан смотрит из-за занавески и пытается убежать от вас, она говорит, что судьба толкает ее в ваши объятия. Джихан чувствует, что ты все еще там, Хансер говорит, что он все еще не может привыкнуть к происходящему. Когда Мелих приходит в дом синим, его отец хочет поговорить с ним наедине. Когда его отец говорит: «Когда ты вчера не пришел, я позвонил на автобусную остановку, и ты взял выходной и не пошел на работу», Мелих говорит: «Для меня все немного сложнее». Очевидно, что это сложно, но мне интересно, всегда ли так было и будет ли так продолжаться в будущем. Он спрашивает: «Почему ты солгал синим? Кто эта брюнетка, которая пришла на автобусную остановку? Тебе нужно перечислить вопросы и ответить на них». Джемил искал Ханджер всю ночь, но не смог ее найти. Когда Синим услышала это, она подошла к ним и спросила, что это за женщина, папа. «Почему, я не знаю». Когда ее отец сказал: «Дочь моя, поговорим позже», Синим сказала: «Нет, пусть она мне сейчас скажет». «Кто эта женщина?» Когда Мелих говорит: «Я не могу сейчас произнести ее имя, у меня личная проблема». Было бы нехорошо, если бы я произнес это вслух, но если Синим мне не доверяет, я не смогу завоевать ее доверие и умолять так. Синим говорит: «Я понимаю», и сердито уходит внутрь. Дядя Махмуд говорит: «Ты больше не имеешь никакой связи с моей дочерью». Когда человек, которого Джихан послал следить за Хансер, говорит, что не может ее найти, он угрожает уволить его, если тот не сможет найти Хансер. Пока Синим плачет в своей комнате, ее мать говорит: «Не грусти из-за такого человека. Ничего хорошего не выйдет из человека, которому твой отец сказал «нет». Не грусти и не расстраивайся из-за нас. Пойдем, сними это кольцо с пальца».
Когда Мелих уходит, мать синим кричит: «Подожди, подожди», и кладет кольцо ему на ладонь, чтобы доверия не осталось у нас. Когда Джихан утром выходит из особняка, он видит окно старого дома, где остановился Хансер, открытым, и просит у садовника ключ. Он идет посмотреть, так как окно остается открытым. Пока Даггер спит, он будет ее криком: «Что ты делаешь в этом доме?». Когда Хансер просыпается, она говорит: «Где Джихан? Этот человек бросил тебя в беде. Хватит. Я устала лгать. Я люблю только тебя». Когда она кладет руку на живот и говорит: «Это твой ребенок». Джихан избивает ее, толкает на землю и говорит ей убираться из этого дома. Оказывается, то, что она сказала, было сном, и она вскакивает. Когда Бейза приходит с ребенком на руках и говорит, что ты не поцеловал его сегодня утром, он привык к твоим поцелуям, Джихан целует ребенка и садится в свою машину. Даггер наблюдает за ними из-за занавески. Хансер получает сообщение от Мелиха: «Привет, Мелих, я иду туда, если что-то нужно, напиши мне». Когда Джихан снова видит Мелиха около особняка, он звонит своему человеку и просит его проследовать за ним, чтобы выяснить, почему тот стал так часто здесь ошиваться. Хансер помнит прекрасные воспоминания, связанные с Джиханом в этом доме. Затем он думает об их последней ночи вместе. Когда Мелих присылает ей сообщение о том, что он у двери, Хансер открывает дверь и впускает его. Он говорит, что пошел за кинжалом и перепрыгнул через заднюю стену, но никто этого не заметил. Мелих старался покупать продукты, богатые витаминами, которые были бы полезны для Ханчера. Джихан также испытывает стресс на работе и ругает своих сотрудников. Когда Энгин пытается контролировать его и спрашивает, не будет ли лучше, если ты не придешь сегодня на работу, Джихан говорит, что он очень зол, и что Ханджер нет рядом, и что этот человек похитил ее. Энгин говорит, что он не верит, есть такой человек, где он может быть. Затем он говорит Джихану: «Не делай этого, ты причиняешь вред и себе, и Хансеру». Как раз когда Мелих собирается перепрыгнуть через стену, Айс увидит его и говорит: «Зачем ты пришел? Давай, признавайся. Ты не придешь за нами». Мелих говорит: «Я приду, но я могу, не угодишь». «Я не приду, но и угодить тебе не смогу». «Ладно, убегу», звонят с остановки. Хансер смотрит на одежду Джихана и пытается удовлетворить свою тоску. Джихан вспоминает, как расстроилась Ханджер, когда он сказал ей, что не сможет простить ее, если она сделает что-то, что нанесет ущерб его чести и достоинству, и говорит: «Ты, очевидно, не понимаешь, на что я способен». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.